Друзья мои, привет! Вы на канале Галя из Камбоджи. Я Галя, и вы удивитесь, но я в Камбодже. Я сегодня вам вещаю из очень необычного места. Так получилось, что абсолютно случайно я поехала на море. Мои туристы ехали на море, мы с ними прошли все в Сиам-Рипе, все экскурсии, и у них было свободное место в машине, они ехали на такси, поэтому они любезно предложили прокатиться мне с ними и взять с собой Максика, мою собаку. Собачка у меня пожилая, для тех, кто не знает, поэтому я очень долго загадывала, что я хочу поехать на море, и не знала, как это осуществить. Но, ребята, Камбоджа – это волшебная страна, здесь главное правильно загадывать свои желания. И вот, смотрите, только я это все начала продумывать, и бац, я уже на море. Поэтому желайте, Вселенная нас слышит и всегда знает, каким образом все наши желания исполнить. Но я в этот раз, в эту поездку, я много не смогла снимать, потому что практически всегда я была за рулем. Мы здесь исследовали все окрестности. И вам скажу, что я просто влюбилась в юг Камбоджи, в славный городочек, который называется Кеп. Ну а в этом видео я вам покажу краткую версию событий, да, чуть-чуть я прям поснимала того, куда мы ездили, что мне очень понравилось здесь. И я планирую сюда приехать, пожить, наверное, в конце мая и, наверное, на месяцок. Я поеду сюда, потому что у нас уже будет не сезон, и очень хочется побыть на море подольше, без спешки, самостоятельно. И я каждую локацию, скорее всего, буду снимать отдельно, делать отдельное видео для вас, для тех, кто планирует путешествие в Камбоджу. Да, сюда обязательно надо приехать. Ребята, если вы в Камбодже, давайте планировать. Я могу быть вашим сопровождающим. Поэтому пишите, звоните. Ну а сейчас я буду вам рассказывать про юг, про мою поездку, про город Кеп, про город Кампот. И вообще про чудесное время в Камбодже. А здесь у нас какая-то женщина без трусов. Почему-то ей лифчик намотали, а трусы нет. И вот она сидит тут. Интересно, очень нетипичная статуя для местного населения. Смотрите, ножку подогнула. Красотка, гляньте-ка на нее. Все возле нее фотографируются. Реально, смотрите, у нее сиси прикрыты, а попа нет. Стыд и срам. Стыд и срам. Обалдеть. Как так-то? Голая женщина. Голая женщина посреди пляжа. Выдают. Ей еще и вот ставят какие-то богомольные дела. Ну, такое произведение кхмерского искусства. Город Кеп, где я сейчас нахожусь, сейчас это очень такой небольшой городочек, скорее, я бы даже сказала, село на районе, очень уютный и совсем не туристический. Хотя вот этот вот пляж, который я сейчас иду, по которому я иду, его сделало правительство, то есть сюда привезли песка, песок насыпной, потому что море в Камбодже на материке, вот во всяком случае, где я успела побывать, оно такое натурель. То есть там не совсем песочный пляж, здесь очень много рыбы разновидностей, очень много различных кальмаров, креветок. И, естественно, здесь очень большая такая флора развитая, и это водоросли. В общем, это не то, что вы привыкли видеть Баунти, да, такое море, оно богатое, но тем не менее оно не купабельное. А вот сюда, это оборудованный пляж, сюда завезли песок, и здесь прекрасно можно купаться, но в будние дни нет никогошеньки. Вообще, ребята, даже местные не приезжают. А в выходные дни здесь толпы местных, и, конечно, здесь такое более-менее развитая инфраструктура. А вообще изначально город Кеп был построен как курорт для французских колонизаторов. То есть они облюбовали эти места, сюда приезжала элита французов, и кхмерская элита отдыхать, и даже королевская семья. Здесь вот есть один отель разваленный, остался после французов. Вообще пишут о том, что здесь было много. Я еще, конечно, буду изучать историю этого места, и потом, когда более подробное видео буду снимать, я вам больше расскажу. Но сейчас так вот кратенько, в общем, здесь отдыхали сильные мира сего тех времен. Это примерно 1904 год, да, и так далее. И вот чуть подальше. Вот.
А сейчас здесь уютное местечко, его оборудовали. Отели классные, есть на разные вкусы, на разный бюджет. Но не ждите прям лакшери, то есть прям таких супер пятерочек, наверное, вы здесь не найдете. Но вот мы живем в отеле, который с видом на море, прекрасный, отличный отель. Я его не снимала, договоренность с туристами, я их не показываю. Вот, но потом я вам расскажу в других видео, какие отели здесь есть. Обзорчик также наверняка сделаю. В общем, вы найдете, где здесь пожить, и хорошего качества, и подешевле. Цены на отели от $15. Мы живем за 50. Это считается такой хороший прям вариант. Ну, прям с видом на море. А вот он, тот самый остаток колониальной эпохи. Туда пройти нельзя вовнутрь. Но вот маленький остаток какого-то отеля здесь сохранился. Ну и, собственно, вот сам пляж. Вот эти вот сидушечки, они стоят $5 на весь день. И можно взять под зонтиком себе местечко и сидеть здесь, наслаждаться моречком, едой, потому что здесь все готовят, жарят, парят, торговцы ходят. Вот. Есть душевые, есть туалеты. Все, конечно, платное, но за очень маленькие денежки. Душевая, по-моему, $2,500, 2000 риэль. Давайте пройдемся по берегу, я вам покажу. Вот бабуси ездят. Здесь, конечно, все очень такое прям по-хмерски, прям по-настоящему. Я вообще не понимаю, если честно. Смотрите, какие монахи у нас ходят. Я не понимаю, зачем люди толпятся в Ничангах, в Паттайе, на Пхукете, друг на друге. Там лежат в этих адлерах азиатских. Когда вот здесь такая красотища, и никогошечки нет. Друзья мои, рассматривайте уже, пожалуйста, Камбоджу как самостоятельную страну для отдыха, потому что она заслуживает этого внимания. Здесь классно. Вот, а смотрите, где любят отдыхать кхмеры. Вот эти вот штучки, видите? Там такие бетонные, это лежаки. Там на них настильчики, сидушки, гамаки. И вот они туда всей семейством закладываются, едят, спят, отдыхают вот под этими крышами, купаться ходят и обратно. Вы на канале Галя из Камбоджи, я жду ваши лайки и комментарии. И что вам еще интересно, чтобы я засняла на юге Камбоджи, потому что я сюда поеду на подольше точно совершенно. Вот, и буду снимать поподробнее. Пишите, задавайте ваши вопросы, ребята. Я все комментарии стараюсь читать, на все стараюсь отвечать. Поэтому обратная связь всегда есть. Пишите, не стесняйтесь. Я, конечно, такая вся обгоревшая. У меня обгорели губы. Просто потому что я прям вот дня 4 мы ездили по всем пеклам, по всей жаре. Мы катались на байке. Это ветер, это солнце. Ребята, я такое неимоверное удовольствие получила. Особенно знаете, куда надо обязательно съездить? Это гора Бакор. Вот я много где была в Юго-Восточной Азии. Это, наверное, вот я прям ставлю на номер 1 посещение горы Бакор. Обязательно в вашем путешествии она должна быть в Камбодже. Потому что это место, где можно трогать облака. Вы знаете, как там? Вы едете обязательно на байке. Вы едете, вы просто въезжаете в облако. Представьте, это смена температур какая. Если здесь у нас сейчас 38-40 градусов, то там наверху прям 23-24. И там воздух такой, его можно вот прям брать вот так рукой и есть. Вот настолько он там густой, настолько он вкусный. И вот когда мы спускались вниз, это просто какая-то медитация, я вам честно скажу. Вы едете через эти облака по серпантину. Я еще раз хочу, много-много раз. Если кто желающий, прыгайте ко мне назад, поедем вместе. Ребятушки, я сейчас нахожусь на горе Бакор. Это 500 метров над уровнем моря. Я сейчас поднялась, а поедем мы до 1000. 1080 самая высокая точка. Но тут уже облака на 500 метров. И тут такой воздух. Вы не представляете, как здесь круто, как здесь вкусно дышится. И температура уже градусов на 6-7 ниже, чем там внизу. То есть там 40, здесь где-то в районе 28, наверное, уже. Ну, красота.
это французское казино. Заброшенное. Но есть предположение, что после полуночи здесь все оживают. Потому что это выглядит как в фильмах ужасов. Знаете, вот эти вот кино, когда там ребята молодые собрались, а давайте поедем, посмотрим заброшенное здание там в лесу. И потом все начинается. Вот это примерно такой же вайб здесь, в этом месте. Так, а вот это вот у нас задний выход. Здесь проходили различные мероприятия, типа вечеринки для богатых французской элиты, богатых людей, которые здесь держали колонию. И ничего не видно, потому что облака. Но мне вот через облака просвечивает немножечко горы и все остальное. Ну, воздух, ребята, здесь. Там вообще как будто туча, как будто дождь. Воздух шикардос просто, честно вам скажу. Я просто так хотела свежего воздуха. И вот он. И я его получила. Идемте еще туда посмотрим, что там. Вот я думаю, что Бакор – это должно быть обязательное место для посещения, когда вы находитесь в Камбодже. Пишите, я вам организую, можем на байках поехать. Ну, надо как-то доехать до Кепа, до моря. И оттуда уже стартанем с вами сюда, на Бакор. Один денечек на него надо закладывать. Могу быть вашим проводником. Просто. Дальше вам рассказываю. Город Кампот. Здесь рядышком. Он находится не прямо на самом море. То есть от города Кампот надо ехать. Но чуть-чуть. Сколько там? Полчасика до моря. И приятный очень город. И он считается таким городком арт-элиты. В общем, там художники, поэты, музыканты и прочие бездельники любят тусить. Я, честно, еще вам признаюсь, не поняла кампотского вайба, потому что все про него говорят, что это чудесное место, прекрасное. Я там пробыла всего 2 вечера, и то проездом. Рестораны классные, да, там набережная, там классно можно покушать, посидеть, поторчать. Но, наверное, как и везде, нужно чуть-чуть пожить, побыть, для того, чтобы понять атмосферу, не торопиться. Поэтому пока про Кампот я вам ничего не могу сказать, кроме как того, что это приятное местечко, и стоит, естественно, там побывать. Но вот когда мы заехали в Кеп, я сразу
почувствовала, что это мое место. Вот здесь я хочу прям пожить. Но может я сделаю так, 2 недели здесь, 2 недели в Кампоте, потому что все-таки надо все чувствовать на себе, для того, чтобы я выдала вам информацию, насколько действительно соответствует описаниям это место. Смотрите, здесь есть вот такие массажные штуки, камушками выложенные, можно ходить босиком и делать себе массаж. Вообще бесплатная развлекуха. Люди, кто делает себе города, ну в смысле управляет городами, берите на заметку, это же офигенско. Еще эта провинция Кампот, она знаменита своим перчиком, кампотским перчиком. Он здесь много где продается. И, ребята, я купила самый настоящий кампотский перец. Для тех, кто будет у меня на экскурсии, вы можете... Я его развешу по 100 грамм. И это прям с плантацией. Ой, какой у него аромат. Вот. Но если вы сюда приедете, то, конечно, обязательно нужно взять здесь кампотский перец. Это перчик горошками. И в этот раз я не добралась до плантации. Их здесь много. Но вот в следующий раз обязательно доберусь и покажу вам, как растет этот кампотский перец. Но это любовь. Ну, это, конечно, это котик, потому что вы его котик, да, потому что вы его будете хотеть всегда, потому что ваши рецепторы на языке, они почувствуют эту всю благодать, эту всю вкусноту, и вам будет хотеться кампотского перца, весь остальной перец будет уже для вас не перец. Вот, это, конечно, такое, то, что из Камбоджи привезти обязательно, это перец и кофе. Еще мы успели съездить в пещеры, но вот это вот очень неоднозначная поездка была, потому что это в сторону Вьетнама, и там уже остается 20 минут буквально до границы с Вьетнамом, и мы ехали, и вот прям сильный контраст. То есть то, что мы видим здесь вдоль побережья, и буквально это параллельная улица, да, трасса, буквально чуть-чуть вперед выехать, и также параллельно берегу идет трасса. И вот там вот ощущается унылость вот этой бедной Камбоджи, потому что Камбоджа очень контрастная страна, города и бедные районы, они кардинально отличаются. Вот там я почувствовала вот эту вот всю, знаете, атмосферу упадничества. И это, конечно, и по мусору сразу видно, потому что когда человек... Вот есть, скажем так, небогатые деревни, но они счастливые, и они вокруг себя делают пространство тоже чистым, благополучным, уютным. А есть вот где уже ничего не надо. И вот это вот ощущается, вот эта атмосфера какой-то безысходности, да. Наверное, ну это мое чисто ощущение такое было. Поэтому вот пока я бы не сказала, что я хочу вернуться туда, в ту часть Камбоджи. Но я в своем туре, когда я все-таки смогу уже это делать и поеду по всей Камбодже, я поеду по всем провинциям, естественно, и буду смотреть все варианты жизни людей здесь, в Камбодже. Но вот пока вот этот контраст я ощутила на себе. И да, это вот на атмосфере очень, очень заметно. Вот. Но пещеры интересные, они известны аж с 4 века, насколько я помню. В общем, еще с тех давних времен, когда здесь было государство Фунань, Челна, и там жили монахи, и там были храмы в этих пещерах. В общем, место сильное, как и везде, все в Камбодже. Земля здесь очень сильная, несмотря на то, что сейчас там такое упадничество. Вот. В пещерах нас взяли мальчишки в оборот, потому что там мальчишки-гиды. Им нужно дать. Лучше сразу договоритесь с ними и дайте им доллары. И они вас везде проведут, заработают свой доллар, будут счастливы. Вот. Мы слазили во все эти пещеры, вернулись обратно. Больше туда не хочется. Но как бы дон, галочка поставлена. Мо. Рынок. Отдельная достопримечательность в городе Кеп. Обязательно там нужно побывать. Есть можно только там,
В общем, это свежачок самый, прям цимус. Креветки, кальмары, свеженькая рыбка, только что пойманная, устрицы. Ребята, вот на рынок всем обязательно. Ну, голубые крабы, конечно. Эта провинция славится своими голубыми крабами, которые я, кстати, так и не попробовала в этот раз, потому что столько всего другого было вкусного и хотелось так этим всем наесться, поэтому крабы в следующий разочек. Но они там есть. Мы сейчас находимся на краб-рынке в городе Кеп. И я вам покажу немножечко, что здесь продают. Это то место, которое обязательно надо посетить, когда вы приезжаете на юг Камбоджи, в город Кеп. Крабовый рынок. Прекрасная леди, мы с ней уже подружились. Смотрите, здесь продаются вот такие вот маринованные креветочки. Все свежайшее. И, конечно, голубые крабы. Эта провинция славится своими крабами. No, just video. А еще вот здесь вот эти вот компот фиш соус очень вкусные. Различные сладости. Ну, пойдемте на сам рынок. У нас несусветная жара. На улице под 40. Ощущается как 45. Это вот апрельская такая температура. Апрель самый тяжелый месяц по климату в Камбодже, потому что это самая-самая жара. Так, смотрим. У нас здесь тунец. Рыбка. Рыбка такая, рыбка сякая. Все это стоит очень недорого. Смотрите, какие кальмары гигантские. Вот такие вот кальмарчики стоят 75 центов, 50 центов, зависит от размера. How much? 10,000 won. Good, madam. Ага, $2,5 стоят вот такие креветочки. Смотрите, какие прекрасные. 5 штучек. 10,000 реal. Ага, тоже $2,5. Вот такой огромный кальмар. Но маленький вкуснее. And fish? $5. $5, 4, $5. 5. Ага. $7. В общем, ребята, все свежачок. Все очень-очень вкусно. Крабы есть. Вот такие 2500. Ой, 10 тысяч реаль стоит. Это $2,5. Креветочки. Что еще мы здесь пробовали? Мы вообще тут брали с ребятками вот эту рыбку. Эта рыбка очень вкусная. Тоже $2,5 такая упаковочка стоит. Мы брали с ребятками свежие креветки и ели их с соусом острым. Прям свежие, прям не жареные. Такие кальмарчики. Креветки, курицы. Вот, а здесь все свежачок. Можно купить свежего краба. И вам его прям здесь приготовят. Hello. How much crab? 1 kilo, $8. 1 килограмм крабов $8 стоит. Голубые крабы. У них, видите, ножки голубые. Очень большой какой. Вообще огонь. Смотрите, какие классные. Класс. Очень вкусные. С острым. Да, blue crab. Это гордость местных. Они очень гордятся такими крабами. Чинянь. Чинянь. Yes. Ага. It's for YouTube channel. YouTube. Вы увидите, придете сюда, узнаете ее, купите у нее крабов. Ракон. Вот еще здесь есть у нас крабики. Так, здесь у нас специи, креветочки, сухие специи. А тут покажу вам кусочек моря. Это прям самое-самое начало города Кеп. И можно на этом рынке купить, вам все приготовят. И здесь же сесть, поесть вот с видом на море. Но единственное, что, конечно, здесь море грязное, потому что это рыночная площадь. Тут прям ловят. Это не купательная часть. Купательная часть, ну, можно сразу и поспать, в принципе.
креветочки. Вот таких креветок мы прям брали сырыми. И их чистишь и ешь. Макаешь в острый соус и ешь. Не надо ничего готовить. Самое вкусное это все сырое. Ракушки, лучок, чесночок, креветочки. Вот это, наверное, очень вкусно. Рыбки вяленые. Можно с собой увезти. Вот такие маленькие креветочки. Но сейчас еще не все продавцы открыты, потому что, наверное, еще рано. Времени 11:35. Ну, чуть ближе, наверное, к обеду. Хотя уже много. Уже много. Вот еще креветки, смотрите. Прекрасный рынок. Здесь все свежее. Просто это вот ночной улов. Ночью выловили, днем уже здесь. Вот это вот прекрасная леди. Мы у нее много всего покупали. Угу. Тоже вот эту рыбку я пробовала. Ага. Кальмары вот эти очень вкусные. 3000 риэль, это 75 центов. 2000 риэль, полцентра. И 1000 риэль, это 25 центов. И вот такие ребятки тут жарятся. Голубые крабики. Видите, вот не голубые. Ну, какая красота, ребята. То есть сюда, в город Кеп, нужно приезжать для того, чтобы есть морепродукты нон-стоп. Нон-стоп. Смотрите, какие классные. Креветки стоят $7-7,5 за килограмм. How much big? Такие 8. Ну, в общем, примерно. И устрицы. Устрицы мы тоже брали. Устрицы мы тоже. $4 стоит вот одна такая. Их здесь раз, два, три, 4, 5, 6. Ага, соус дадут. Окей, укун, лучок дадут. Да, класс. Окунчеран. Смотрите, здесь у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7 устриц за $4. То есть обычно в ресторанах одна устрица $1 стоит. Это у нас сам репи, а здесь свежачок. For YouTube channel Руси. Вот эти вот ракушки я тоже очень люблю, причем когда они приготовлены в горячей воде. Просто их ошпарили кипятком и с острым соусом ешьте. Hello. Ага, то же самое, те же самые прайсы, $7-7,5 за килограмм. Такой вот рынок. Очень вам рекомендую побывать на юге Камбоджи. Обязательно загляните на этот рынок. Даже если вы едете в город Кампот отдыхать, все равно доезжайте до Кепа. Ну, по-любому вы приедете на море. Доезжайте обязательно. И здесь ужинайте, например. Да, обязательно нужно этот рынок съездить. Это здесь очень вкусно. Очень вкусно. Конечно, когда вы путешествуете, намного вам удобнее будет, если с вами будет местный сопровождающий гид в виде меня. Потому что вот смотрите, какая ситуация у ребят произошла. Они из своего города, своей страны забронировали отель по описанию. И мы приехали в этот отель, и оказалось, что там моря нет. То есть его там физически нет, там не оборудованный пляж, там все не устроено, там есть только бассейн. Сам отель находится в 30 минутах от ближайшего города, где есть хотя бы магазины, рестораны. То есть ты даже выйти тупо никуда не можешь, потому что там деревня деревней. И их первое желание было развернуться и уехать. И вот представьте, если бы у них не было меня, да, так счастливые обстоятельства сложились. А я им настояла, во-первых, мы приехали ночью, говорю, ребята, давайте доживем до утра. Во-вторых, здесь прекрасная гора Бакор, и раз уж мы здесь, давайте хотя бы съездим на нее. И на следующий день мы взяли байки и поехали вот сюда в Кеп. Все посмотрели, накупались, конечно, всем очень все понравилось. И просто поменяли отель на город Кеп. Вот, и съехали с того отеля. Но мы съездили оттуда на гору Бакор,
которая просто неизгладимое впечатление, не устану повторять это, производят вот эти вот облака, которые вы трогаете. Все влюбились в Камбоджу. И вот здесь вот в Камбодже важно не делать поспешных решений, ребята. Потому что Камбоджа, она не причесанная. Она такая немножечко дикарка по сравнению со всеми соседними странами. И строить сразу суждение, вот я приехала, ты увидел, будет так. Да загляни ты за угол. Загляни за угол, там будет все совсем по-другому. В общем, в Камбодже нужно получать удовольствие. Как и, в принципе, везде в жизни. И не психовать, не делать резких движений. Поэтому, ребятки, если вы не уверены, да, вам как-то вот в такие места одному боязно ехать, я могу поехать с вами, конечно же, и мы придумаем классную программу. Вот, еще раз напоминаю, что я прекрасно вожу байк, и одного не толстенького человека я могу всегда себе брать пассажиром. Вот такое вот путешествие неожиданное. Самое крутое – это неожиданное, конечно. Получилось. Я безумно довольна, несмотря на то, что у меня сгорели полностью губы и лицо. Куча впечатлений. Я очень благодарна ребятам, что они меня вместе с собачкой вывезли в Геленджик, наш местный. В общем, очень классно, все понравилось. Будут более подробные видео про юг Камбоджи. Сейчас это была такая замануха. Ребята, вы на канале Галя из Камбоджи. Я, как всегда, Галя, и я по-прежнему в Камбодже. Всех люблю, обнимаю, жду ваши вопросы, комментарии, лайки. Пока-пока.